новом обновлении Haze CS появится новый фрукт дракона. Наконец, в Хейзе закончилась эпоха давно известных нам обновлений. За время моего отпуска вышли последние супербоссы. Это Шанс и Ктулху. Их показывать я не стану, но если хотите, вот вам кратенько. А что будет дальше? Нам неизвестно, но разработчики уже дали множество спойлеров, и сегодня мы постараемся собрать все и представить, как будут выглядеть предстоящие обновления. Здорово, брат, с тобой Балифат, и мы начинаем. Первые спойлеры начали выходить еще в июле, но самые жирные подоспели только в августе. И тут же нам спалили новое пробуждение Веном Фрукта и его трансформацию, вы сейчас видите на экране. Это выглядит реально круто, буквально нежить, которую разлагает яд и проглатывает своего хозяина, блин, это реально эпик. Уже не секрет, что после такого обновления Лего, да, которая сейчас является Веном, переместится в мифическую редкость. Поэтому я рекомендую запастись заранее этими фруктами на продажу, либо, может быть, обменивать друзьям. По скиллам пока неизвестно, но думаю, это будет как обычно. То есть более дефолтные способности Венома, просто усиленные и по масштабу, да, и по спецэффектам, как это у нас, допустим, было с, вот, ну, с электричеством, к примеру, да, на цешечку у нас, допустим, Electric Beam, да, вот просто луч идет. Если мы трансформируемся, соответственно, и используем цешечку, то тут у нас цешечка тоже типа идет как луч, но при этом она еще атакует во врага 3 раза, если попадает. Да, и с остальными скиллами то же самое. Ну, Dual Lightning Emperor тот же, да. Двойной просто шар. В обычной форме их просто один. То есть обращаемся в обратно, используем святую вот эту сферу. Она у нас просто одна. Еще и ультимейт. Поэтому с Веномом, я думаю, будет то же самое. Просто тот же самый фрукт, тот же самые скиллы, но чуть-чуть усиленные по масштабу. Все. Следом нам показывают новое существо под названием Нидхёг. Это такой дракон или змей из скандинавской мифологии, который олицетворяет разрушение или хаос. Вообще изначально я думал, что это будет новый супербосс Третьего моря. Возможно, даже супербосс, который отправляет нас на новое Четвертое море. Но сейчас все более просветилось. В манге One Piece давно уже показали фрукт Дракон-Дракон модель Нидхёг, владелец которого Локи, и недавно в Discord-сервере Хейза разработчики сделали ивент по идеям, конкурс такой, по идеям новых фруктов и реворков старых. И один из победителей стал пацан, который придумал скиллсет нового фрукта Нидхёга. Так как он победил, поэтому сейчас с вероятностью 90% перед вами новые способности нового фрукта дракона. На самом деле во всем этом скиллсете нет ничего необычного, мы это уже давно все видели, да, в разных фруктах. Но мне здесь нравятся пункты. Первый — это эффект малого хп, да, то есть при маленьком хпшечке у нас будет меняться эффект нашего фрукта, и это будет выглядеть прикольно. Как для PvP, если ты противник, да, нет Хёга, будет видно сразу, когда остается мало хп у пацана. Так и для владельцев Нидхёга, потому что это какое-то разнообразие. Вот, типа, у меня на электричестве всегда вот глаза светятся просто синим, никак оно не меняется, никак не изменяется. Если я перехожу в форму, я просто меняю форму, а там будет прям вот такой вот эффектик прикольный. И второй пунктик — это аура души, которая уменьшает регенерацию противников. Мне кажется, это тоже прикольно. Это не дисбалансно, но при этом какую-то фишку дает Нидхёгу, да, потому что все-таки фрукт бога войны, там, разрушения, хаос, и как будто бы он должен как-то отличаться хотя бы от дракона. Будет отличаться вот этим. Это реально нормальные идеи, то есть хорошие, но сама идея второго фрукта дракона выглядит, честно говоря, странно. Как будто у нас уже есть то же самое, и смысл этого фрукта не особо понятен. Но как для разнообразия, пусть будет. Окей, переходим к самому жирному спойлеру, который дали нам разработчики за все это время. Это такая вот превьюшечка одного из будущих обновлений. И здесь мы видим, как игрок сражается с Нидхёгом. Ничего необычного, подумайте вы, превью с Нидхёгом, да, для его обновления. Но это как раз таки не так. Самое интересное в этом превью — это сам игрок. Вы просто посмотрите на него. Ничего не напоминает? Аура с глазами, череп на колене, оружие, похожее на Бесента с привязанными бинтами рукояткой. И, конечно же, рога и хвост демона. Еще не поняли? Ну, тогда будьте поосторожнее, потому что сейчас будут идти спойлеры манги One Piece через 3, 2, 1. Сейчас вы видите главного антагониста всего аниме One Piece. Это король мира, занимающий пустой трон и владелец фрукта Демон-Демон. Бам!
Внешность не просто схожа, а точно такая же, только чуть-чуть изменена. Это же стопудово иму. И это главный секрет нового обновления. Ведь сейчас неизвестно, что решают разработчики. Будет ли это новый фрукт или новый супербосс. Черт возьми, я бы очень хотел посмотреть на новую редкость Secret или Eternal фрукта Демон, да, потому что он явно не будет мификом. Но это было бы реально круто. Скорее всего, если, например, мы видим Нидхёга, который станет новым фруктом, да, то, скорее всего, это превью говорит об обратном. Игрок во фрукте Нидхёга сражается против нового супербосса Иму. Это очевидно, потому что фрукт Иму, да, Нейрона Иму, главного антагониста One Piece, давать игрокам, как будто бы чересчур, это слишком имбово, но я бы просто вот хотел бы на это посмотреть. Реально, если бы оно было бы каким-нибудь прям нереально легендарным, там, реально какой-нибудь Eternal Secret, с шансом выпадения в 0,0001, это было бы интересно. Интересно получить, интересно посмотреть. Вот. Скорее всего, этот супербосс нам будет давать новые аксессуары. Типа наплечник или пояс, который, да, мы видим на этой превьюшечке. Новое оружие, да, которое он держит за спиной. В любом случае, это все догадки. Но теперь нам хотя бы становится немного понятнее, чего ожидать от нового обновления. Даты, по крайней мере, мы пока не знаем, когда оно выйдет. Но очень ждем. Во всяком случае, что скажете вы? Может, у вас тоже есть какие-либо другие догадки по новому обновлению? Напишите обязательно в комментариях. В прошлый раз, 3 года назад, да, когда вот мы переходили вот эту черту, известные нам обновления заканчивались, и начинались новые обновления, которые приходилось очень долго ждать. Я забросил канал, честно говоря. Но в этот раз у нас все будет по-другому. Будем его ожидать. Буду подснимать что-нибудь под Хейз, да, какие-нибудь мини-видосики по типу этого, да, очень коротенький видосик. Но мы будем ожидать, и в конце, когда все-таки это обновление доделают, там, соберут все воедино и выпустят, мы сделаем, понятное дело, обзорчик, поиграем на новых фруктиках с новыми супербоссами. Это будет, мне кажется, клево. По крайней мере, помимо Хейза у меня сейчас на канале еще выходят другие видосы. Поэтому не забывайте под этим видосиком поставить лайк и подписаться на канал. Меня это очень мотивирует снимать дальше контентик. Да, это реально очень важно для каждого контент-креатора. Ну и, собственно, все. С тобой был Балифат. Брат, до скорых встреч. Удачи!